Итак, в чем у нас, собственно, вопрос сегодняшней встречи? Да, действительно, очень многие благотворительные, некоммерческие организации, волонтерские организации помогают семьям. Сегодня спектр этой помощи максимально большой, и спектр запросов также максимально большой. Я намеренно в анонсе обобщил эту тему как семьи в трудной жизненной ситуации. Хотя наиболее актуально сегодня стоит вопрос помощи семьям мобилизованных граждан. Не в том плане, что они лучше или хуже, просто это новая тема для нашей страны. И многие семьи действительно вдруг оказались в категории нуждающихся тех, кому нужна помощь. Поэтому это такая актуальная тема. Но, конечно же, есть и другие семьи, у которых в жизни что-то очень непросто, трудно, плохо, и также они, конечно, нуждаются в такой благотворительной волонтерской помощи. И, собственно, вот здесь встали несколько таких серьезных очень вопросов. Какие наиболее востребованные виды помощи детям с функциями няни? Да, мы придумали такую формулировку, которая очень точно отражает суть такого волонтерства. Как распределяется ответственность между организатором волонтерской деятельности, это волонтерская или некоммерческая организация, сам волонтер, семья, как это все там происходит, да? На каких формальных основаниях волонтер переступает порог квартиры и берет за ручку ребенка, там, ведет его в школу или остается с ним один на один поиграть, например, или сделать уроки и так далее. Вот эти вопросы, которые очень-очень интересуют и меня, и, уверен, вас. И давайте тогда мы послушаем Александра про ваш опыт, как вы работаете, и с учетом того, как вы скажете, что вы скажете, мы будем задавать вам вопросы. Александр, пожалуйста, вам слово. Давайте я все-таки немножко вас официально представлю, чтобы не просто Александр. Да? У нас есть Александр Иванов из фонда Центр гражданских и социальных инициатив Югры, Ханты-Мансийский автономный округ. Пожалуйста. Да, коллеги, всем здравствуйте. У меня тут немного шумновато, но я думаю, меня слышно при этом будет нормально. Вообще, в целом, хотелось бы рассказать о 4, наверное, основных таких моментах в нашей работе и в целом посвятить быстренько так, как у нас структура устроена. Вообще, в целом, ситуация обстоит в том, что мы являемся таким ресурсным центром, скажем, основным в регионе нашем. И у нас есть муниципальное образование, их 22, и в каждом муниципальном образовании функционирует штаб взаимопомощи, который оказывает ту или иную помощь. Как правило, это наши ресурсные центры, они сертифицированы и так далее. То есть у нас такая прямо ветка выстроена. И в целом, о каких 4 моментах хочется рассказать, это в целом о той помощи, которая ведется как раз-таки из разряда, когда нужно водить в школу, нужно водить на детские секции и так далее. Но специфика заключается в том, что у нас есть как крупные города, например, Сургут, я думаю, все о таком городе слышали, так у нас есть и небольшие муниципальные образования, не по площади, а, скажем так, по населению и так далее, это какие-то районы, где преимущественно нет городов, а есть только какие-то небольшие поселки. И тут все выстраивается, знаете, с точки зрения, если это город, то когда нам приходит запрос из разряда «нужно ребенка водить в школу», а такие заявки есть в крупных городах, нужно ребенка водить на детскую секцию или забирать же. Может быть, его нужно привезти домой и какое-то время с ним посидеть, потому что мама возвращается с работы, со смены только, скажем, в 8 вечера, и, соответственно, эти 3-4 часа с ним еще и посидеть нужно. То есть есть и такие заявки. Тут мы отрабатываем с ресурсными центрами и совместно с социальной защитой. Иногда у нас сотрудники социальной защиты включаются, так как мы работаем с ними совместно во всей этой истории. Иногда включаются волонтеры. Эти отношения выстраиваются абсолютно договорным путем, то есть волонтерский корпус, куратор этого штаба, руководитель штаба встречается с семьей, договариваются о графике, создают чат, беседу, и, соответственно, уже от этого штаба либо от какой-то организации, определяется 3-4 волонтера, которых мы знакомим также с родителями, и, соответственно, они уже
таких, скажем, договорных отношениях работают с ребенком, то есть приводят, отводят по тому запросу, который нужен. Но это все там прорабатывается там в течение недели, потому что тяжело сразу же, там, когда заявка приходит, завтра идти и вести куда-то ребенка. Вот, каких-то документов официальных мы не оформляем, потому что, ну, в целом не понимаем, как это может какую-то ответственность снять, если там, не дай бог, что-то там случится. Вот. Также у нас есть, вот, как я и говорил, небольшие поселки, там довольно-таки все попроще, потому что, как правило, эти поселки с населением 2-3 тысячи человек, где, по большому счету, все друг друга знают. У нас есть вот отличный пример. Недавно губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова записывала новогоднее обращение, и одного из таких волонтеров пригласила к себе в обращение, чтобы он тоже там пожелал гражданам Югры там, счастливых праздников и всего остального. Это парень молодой, который 11-классник, он является добровольцем у себя в поселке, и обратилась одна женщина, которая не могла просто ребенка в школу водить, а эта девочка учится во 2 классе. И этот сосед, а он является соседом, этот парень, этот сосед каждый день заходил за этой девочкой в школу, и они вместе ходили, он ее провожал в школу и забирал ее со школы. Тоже абсолютно договорные отношения, никаких документов не заключалось. Вот в таком формате как бы у нас вот эта работа ведется. Дай бог, никаких там приключений, инцидентов не случалось, все хорошо. Волонтеры эти, которые являются, как зачастую они, это взрослые люди. Вот единственный у нас пример только с 11-классником. Как правило, это взрослые люди, люди на своем транспорте, которые могут там возить, перевозить и так далее. Вот, по всем правилам правилам ПДД. Вот. Еще один проект, о котором хочется рассказать. Кстати, вернемся к прошлой истории. У нас в одном из городов появился запрос, в СНТ нужно было водить детей в школу, потому что там общественный транспорт очень-очень редко ходит, школьные автобусы туда не приходят совсем, и мы эту проблему, региональный штаб выявили, обратились к губернатору Югры, и сейчас в этот район СНТ ходят 2 школьных автобуса, которые вот мы, благодаря вот этой проблеме, благодаря вот этой истории мы выявили проблему, обратились к губернатору, и вот проблема была решена не просто, да, там, на поверхностном уровне, а в корне. Сейчас там этих заявок нет, дети просто ездят на автобусы в школу и со школы. Вот. То есть процесс идет, скажем так. Еще один проект, о котором хотелось бы рассказать, это тоже связанный с детьми. Проект «Учитель-волонтер». Есть у нас такая некоммерческая организация в регионе. Это пул учителей из разряда там 80-90 человек со всей территории Российской Федерации, там с разных регионов, ну, не со всей, а с разных регионов Российской Федерации, которые в свободное от работы время работают с детьми на предмет того, чтобы восполнять какие-то пробелы в знаниях, готовить детей к ОГЭ, к ЕГЭ, ну и в целом просто 5, 6, 7 классы, не только там выпускные какие-то классы. Вот, эти учителя также сейчас работают, и так как они работали раньше с уязвимыми всякими категориями, и вот добавились семьи военнослужащих. То есть тоже приличное количество заявок, сейчас точную цифру не скажу, но это порядка там, 30 семей, с которых, вот именно военнослужащих, да, с которыми сейчас такая работа ведется. Вот, очень таким спросом они пользуются и очень профессионально к этому относятся, за что им там огромное спасибо. Ну и какая работа еще ведется? К Новому году были проведены, наверное, как и у большинства регионов, елки для семей военнослужащих, и были каждому ребенку из семьи военнослужащих были подарены классные большие детские подарки, сладкие, которые каждый ребенок получил. Там тоже эту инициативу правительство выдвинуло, и она была реализована в этом году. Вот, как-то так. Такая работа у нас в целом ведется. Если есть, коллеги, вопросы, готов с радостью на них ответить. Да, спасибо огромное. Друзья, если есть вопросы, Александр прямо как такой супер классный опытный спикер уложился в 10 минут, о которых говорили, но за отсутствием других спикеров я был бы рад послушать подольше. И если можно, я задам некоторые вопросы. Друзья, вы смело можете меня перебивать, вы можете тоже задавать ваши уточняющие вопросы, потому что их действительно много. Первое, поясните, пожалуйста, вы вначале сказали фразу: у нас вот работают везде волонтерские центры сертифицированные. Что это такое? Поясните для меня и для всех, что это такое.
Да, смотрите, у Сертифицированный нас, фонд вообще в 2017 году образовался. Он подразумевал там работу с собой с некоммерческим сектором. Вот. Также мы являемся грантодателем, грантоператором у себя в регионе. Мы распределяем грант губернатора Югры для некоммерческих организаций, для физлиц. Вот. И также у нас в 2020 году мы запустили такую работу. Мы на базе различных НКОшек, в том числе и добровольческих организаций, открывали сертифицированные ресурсные центры, которые сертифицировали самостоятельно. Среди них мы там грант проводили, был определенный запрос для них, чтобы они эту сертификацию могли пройти. Ну, так же, как и ОЦ, условно сертифицируют сейчас доброцентры и там прочие, да, организации. Вот. То есть принцип примерно такой же. Вот. И у нас наши ресурсные центры получили грантовую поддержку на то, чтобы они могли сделать какой-то ремонт, закупить какую-то оргтехнику и так далее. И эта грантовая поддержка рассчитана до 2024 года. Вот сейчас как раз-таки в том году они получили гранты, в этом году они сейчас вот все делают, закупают и так далее. Вот. И, как правило, если эти сертифицированные центры есть, да, что касается добровольчества, они не только к добровольчеству относятся, но и в том числе, вот, что касается добровольчества, они, соответственно, на различных крупных там федеральных проектах выполняют работу муниципальных штабов. Вот, то есть это там волонтеры Конституции, например, это вот сейчас мы вместе помощь, да, скажем, при коронавирусе была история. Ну, то есть вот все те, скажем, такие муниципалитеты, с которыми мы работаем, мы пытаемся поддержать не только там методически как-то, но и там финансово для своего развития, скажем так. Вот. Спасибо огромное. Друзья, есть ли у вас вопросы? У меня много вопросов. Екатерина, да? Юрий, здрасте. Да, здрасте. И Александр, здравствуйте. Я тоже хотела задать вопрос. Скажите, пожалуйста, какие самые частые трудности, с какими частыми трудностями сталкиваются волонтеры при вот такой волонтерской помощи? Спасибо. Да, спасибо за вопрос, Екатерина. В целом, знаете, у нас благо, что на этих территориях, как раз-таки в этих муниципалитетах, довольно-таки опытные руководители работают, и благо для них каких-то таких вот супер трудностей нету, потому что, очень много, правда, проектов прошли, мы вместе с ними, и, в принципе, они специфику своего города или там района очень хорошо знают, у них очень хорошо налажены отношения с органами местной власти, вот, с какими-то там, не знаю, представителями бизнеса и так далее, и поэтому, как таковых, больших у нас трудностей не бывает. Единственное, не знаю, когда вот в какой-то муниципалитет первый раз приходит заявка о том, что необходимо там ребенка сопровождать в школу, звонит муниципальный координатор, спрашивает, Саш, как вот нам поступать в этом случае? Мы просто проговариваем, какая практика у нас там примерно по такому, вот, например, город там из разряда 30 тысяч человек, мы примерно берем такой же город, где эта практика уже есть, проговариваем, как это в целом там выстроено, они какие-то там мелочи, может быть, и меняют, но в целом ведут такую же работу, как и везде. И как вот я вам и рассказывал, да, то есть созваниваемся с родителями, создаем чаты, договариваемся, создаем график, когда нужно ребенка забирать, приводить и так далее. И в целом работа становится понятной. Каких-то очень больших трудностей я бы не сказал, что есть. Был один муниципалитет, где не хватало людей, вот скажем, таких добровольцев, которые бы могли этим заняться, которые бы могли взять на себя эту ответственность. Но в таком случае мы подключили соцслужбу, и они с удовольствием помогли, там выделили несколько специалистов, которые ходили, помогали, в том числе и добровольцам. Вот. Также мы делаем и наоборот, когда соцслужба где-то не справляется, даем там добровольцев, которые могли бы подключиться к этому всему. Вот. Поэтому нет каких-то больших трудностей, слава богу. Спасибо огромное. Вот Мария в чате спрашивает, а какие обязательные требования предъявляются к волонтерам, которых вы допускаете к детям? То есть вот, или хотите от обратного, а кого вы к детям не пустите? Вот, можно так. Смотрите, спасибо за вопрос тоже. Тут тоже история очень простая. Сразу в ВЦ проговаривали эту историю, что всех добровольцев мы регистрируем через федеральную ссылку на платформе dobro.ru. Поэтому каким образом работаем мы? У нас есть штаб.
у них есть пул тех волонтеров, с которыми они работать привыкли. Они также прошли с ними много проектов, чего-то еще и так далее. Также есть какие-то волонтерские объединения и организации, с которыми они работают, у которых есть волонтеры. В этом случае каким образом мы работаем, когда особенно работа касается с детьми? Во-первых, человек должен быть зарегистрирован в этой системе, и он должен числиться у нас в списках. Как это у нас все происходит? Мы видим федеральные выгрузки, что за волонтеры подали заявку, с какого муниципалитета они ее подали, и на наших муниципальных координаторов, каждый муниципалитет, мы скидываем выгрузку о том, что вот у вас там 30 человек, которые подали заявку. Пожалуйста, поставьте отметку о том, что это волонтер ваш. Если он ваш, допускаем мы его или не допускаем. Если это волонтер не ваш, и вы его не знаете вообще, пожалуйста, обязательно с ним созвонитесь, проведите собеседование, встретитесь и так далее. После этого, когда наш муниципальный координатор понимает, что это адекватный человек, с которым можно работать и все остальное, он нам дает обратную связь, и мы, соответственно, его тоже уже там одобряем, даем одобрение на платформе, и с этим человеком уже работаем. Но, опять же, если дело касается работы там с детьми или там с пожилыми совсем гражданами, которые очень уязвимы, да, категории людей, то мы тех волонтеров, которых мы вот-вот только взяли и познакомились, мы их туда не допускаем. Мы допускаем тех людей, с которыми мы имеем опыт работы как минимум там, год, два, три и так далее, которые прошли, опять же, тот же коронавирус и все остальное. То есть это те люди, которые держатся, как правило, в нашей системе, в округе, порядка там 2 лет минимум. Вот. Как-то так. И еще один вопрос, тоже от Марии. А как вы, готовите ли вы как-то этих ребят, девчат, или, собственно, вот то, что вы перечислили, в среднем примерно 2 года они уже в проектах или ваших, или партнерских организаций, зарегены на Добро.ру, значит, более-менее верифицированы, и, в принципе, вам этого достаточно. Или как-то еще что-то готовите, рассказываете им, или там, не знаю, тренинги, или что-то, не знаю. Как таковой работы какой-то дополнительной мы не ведем. Единственное, что мы ввели в этом году еще нововведение такое у нас как бы есть, кроме федеральной горячей линии, есть еще там региональная горячая линия, куда поступают заявки. И также мы ведем работу с психологами, которые там оказывают помощь семьям. Вот. Также мы этих психологов подключили для того, чтобы они оказывали какую-то психологическую помощь нашим волонтерам. Вот. Те волонтеры, которым требуется какая-то психологическая помощь, они как раз-таки могут обратиться вот в этот пул психологов и эту помощь получить. Вот. Каких-то дополнительных обучений мы в этом направлении не проводим. Опять же, наверное, от того, что у нас не такое огромное количество там заявок, вот именно по вот этому направлению. То есть у нас, если есть в каждом муниципалитете там 1, 2, 3 заявки, то это как бы не сильно большие объемы, от которых прямо нужно волонтеров набирать. То есть людей пока хватает опыта, скажем так. Поэтому такого запроса пока нет, и дополнительных обучений каких-то не проводим. Александр, скажите, пожалуйста, еще, извините, пожалуйста, Юрий, смотрите, вы сказали, что вы подключаете при необходимости социальных работников. На каких правовых основаниях это происходит? Или это просто у вас какой-то внутренний договор с ними есть, и вот вы, собственно, подключаете их, Мне тоже проясните, пожалуйста, вот этот момент. Спасибо. Смотрите, у нас вообще с департаментом заключен договор, так как у нас есть региональный штаб. В региональный штаб у нас очень много некоммерческих организаций входит, различных. Волонтеры Победы, медики, там, Гумкорпус и различные остальные там, Центр «Открытый регион». В общем, очень много. И всю эту работу вообще курирует изначально губернатор нашего автономного округа. И, соответственно, когда только пришла установка о том, что необходимо будет оказывать вообще в целом помощь военнослужащим и семьям, в том числе там, и детям уже, да, начинаем разбивать, была поставлена сразу же задача о том, что региональный штаб параллельно работает с соцслужбой. Соответственно, у нас каждый муниципалитет отрабатывает соцслужбы, в каждом муниципалитете в муниципальный штаб входит и сотрудник социальной службы. То есть там какие-то свои некоммерческие организации, какие-то там волонтерские объединения основные,
и обязательно работник социальной службы. И в каждом муниципалитете есть там руководитель, понятно, там, муниципального штаба, но контролирует еще вдобавок эту работу либо глава, либо курирующий зам какой-то по социалке эту всю работу. То есть у нас там система прямо выстроена от губернатора до обычных специалистов и так далее. То есть, да, мы работаем с соцслужбой прямо по распоряжению губернатора. Да, спасибо огромное. Здесь вот уточняют, а откуда к вам заявки приходят? Можете пояснить? У нас вообще семьи обращаются на горячую линию федеральную, на горячую линию региональную у нас отдельная горячая линия есть, и обращаются также напрямую. Если бывают, знаете, люди знают просто свой муниципальный штаб и куда они могут обратиться, потому что некоторые специалисты муниципального штаба там входят в беседы мам, которых там, или жен, да, которые отдельные чаты создают в Телеграме, в WhatsApp и так далее, у тех, у кого ребята ушли. И у нас некоторые жители знают там в лицо своих руководителей своих муниципальных штабов, и обязательно к ним обращаются. То есть у нас три потока, откуда приходят заявки. Федеральная горячая линия, региональная и непосредственно в муниципальные штабы. Спасибо огромное, очень интересно. Смотрите, очень впечатляет ваше такое партнерство с социальной службой. А можете пояснить, может быть, как-то на примерах, а как вы друг с другом распределяетесь? То есть, где соцслужба говорит, не, ребят, мы вам не доверим, или, например, там, по каким-то вопросам это наша работа, а это мы почему-то не можем. Это ваше. Как это все происходит? Или везде по-разному, я не знаю. Да, слушайте, тут на самом деле нет прямо какой-то такой дележки доверим, не доверим. Тут, кстати, четвертый еще источник. Я как раз скорее про формальность, может быть. Давайте, да. Я тут о том хочу сказать, что не сказал о четвертом источнике. Это как раз-таки заявки, которые в соцслужбу приходят, так как на каждую семью там у нас соцпаспорта составлены. Я думаю, когда там у большинства регионов, наверное, даже у всех, на каждую семью есть там социальный паспорт, куда там заполняется в тот момент, когда военнослужащий уходит, и заявки еще приходят и туда. Тут, знаете, нет такого, тут, как сказать, на усмотрение социальной службы. То есть, если им нужна какая-то помощь, они к нам обращаются. Если нам нужна какая-то помощь, и мы понимаем, что нам эта помощь нужна, то обращаемся мы. Прямо какой-то истории о том, чтобы там думать, доверим, не доверим, нету. Все понимают там профессионализм и опыт людей друг друга и вполне открыто и на таком доверчивом, такие доверительные отношения очень. Поэтому как-то так. У меня здесь скорее вопрос формальной ответственности, то есть, например, где-то, может быть, вы, как руководители этих штабов, побаиваетесь, что волонтеры не справятся или что-нибудь не то сделают, и тогда вы говорите там соцслужбам, коллеги, давайте лучше вы, потому что тут и профессионалы, и есть формальная ответственность, и работа, и прочее. Или такого диалога в таком контексте нет. То есть, пришла заявка, вроде мы можем ее сделать, отлично, сделаем. Нет, что-то это не наше, там, соцслужбы, давайте это, или как? Мы тут, опять же, понимаем просто, скажем таки, уровень компетенции, да, о чем речь идет, что если мы там понимаем, что эта семья там входит в какую-то уязвимую категорию, и социальная служба, например, может там с точки зрения каких-то льгот или чего-то еще дать намного больше этому человеку, то есть мы понимаем, что эта семья не только там человек, там, скажем, военнослужащий ушел, да, какой-то там на СВО, но еще и она там является какой-то малоимущей или что-то еще, и этой семье там необходимы дрова для того, чтобы зимой печку купить, то здесь мы уже обращаемся к социальным службам, и они как раз-таки этой помощи дают намного больше, нежели может просто дать волонтер. Волонтер может прийти там, сложить поленницу дров, наколоть дрова и так далее. А социальная служба, если мы понимаем, что они могут дать больше, то мы обращаемся, конечно, к ним. Да, спасибо, Александр. Скажите, а вопрос этого сопровождения детей в школу, в кружки, посидеть с ними после кружков, пока мама придет, это исключительно на волонтерах. То есть здесь социальные службы не подключаются. Если требуется помощь дополнительных каких-то специалистов, то подключается.
А какие, ну, для примера, что это за специалисты? Ну, не хватает просто элементарно, просто, скажем, человеческого ресурса по количеству вот таких взрослых людей, которые могут оказать эту помощь. Вот. Ну, то есть ты же понимаешь, что не каждый взрослый человек даже на такое способен, ну, там, взять ребенка, привести, сопроводить и так далее. Вот. То тут мы обращаемся за помощью. Ну, у нас это был буквально вот один случай, когда мы попросили дополнительной помощи вот именно вот в этом вопросе. Скажите, есть у вас какой-то список, ну, я не знаю, правил или, может быть, запретов для волонтеров? Но меня больше интересует, вот, что волонтеру с ребенком делать нельзя. Вот, то есть вот ему дали ребенка, а вы до этого ему сказали, вот ознакомься или там выслушай меня, чтобы вот этого там даже близко не было. Вот, а чего ему нельзя? Вы имеете в виду конкретная методичка? Ну, и методичка, правила, рекомендации, не знаю. Ну, чтобы волонтер перед тем, как придя к ребенку, или, может быть, у вас нет этого, да. Нет, у нас есть методичка о том, там, что рекомендуется, что запрещено, например, делать. Вот. Но у меня ее просто, к сожалению, да, перед глазами нету. Вот. Но там, когда в офисе буду, обязательно могу там скинуть в чат или вам в личные сообщения. Ой, я вам, да, если можно, напишу. Это очень интересно. Ну, так, может, на память вспомните какие-то основные моменты. Слушайте, нет, там прямо она, знаете, тоже очень выстроена. Ну, там элементарные как бы вещи о том, что там, нужно быть на связи с родителем, о том, что там необходимо в указанное время приехать, там, забрать ребенка, привести его, там, сообщить родителю. Ну, то есть там пошаговая инструкция, скажем, которые просто они там следуют. В случае, если какая-то там случается проблема, куда там обратиться можно. Ну, то есть такие, то есть вещи, там, контакты муниципального штаба, контакты родителя, контакты регионального штаба и так далее. Ну, то есть для волонтера вся информация есть. Значит, вот Ольга спрашивает, а кто несет ответственность, если что-то пошло не так? Слушайте, но на самом деле мы же этот вопрос на МФГУ в 2022 году разбирали, и для меня тоже было таким открытием, когда, Юрий, помните, наверняка мы с вами разговаривали, и, как вы говорили, с юридической точки зрения ответственность несет всегда родитель. Волонтера в чем-то обвинить тяжело, скажем так, какие бы документы не были подписаны. Ну и, соответственно, в первую очередь, кто несет за ребенка ответственность, это родитель. Вот. Но понятно, что тут, как я не знаю правильно выразиться, просто стараемся о плохом не думать, что ли. Вот. И страховки на ребенка... Нет, на ребенка страховку мы не оформляем, к сожалению. К чему хотелось бы на самом деле прийти, проработать там, опять же, со страховыми компаниями те вот ситуации, чтобы, ну, и возможность, насколько это вообще реально и возможно. Мы, к сожалению, к этому вопросу не приходили еще, но, дай бог, когда-то до него дойдем, для того, чтобы вот эти случаи именно страховать. Ну, я не знаю, возможно ли это вообще. По аналогии поездку за границу, что-то вот об этом вот, написали в комментариях. Просто, вот мы просто до конца не понимаем, как это можно сделать, то есть застраховать ребенка на там, предмет того, что вот у нас волонтер вводит ребенка в школу. Можно его застраховать? Ну, мы просто с такой практикой никогда не сталкивались. Волонтеров мы страхуем в некоторых проектах, когда у нас там бюджет на это заложен. Вот. Но именно детей страховать мы вот к такой практике, к сожалению, не приходили. Если кто-то, у кого-то такое практикуется, тоже был бы рад послушать, интересно. Да, это действительно очень интересно. Снежана еще спрашивает, есть ли ограничения по возрасту для волонтеров? Ну, как правило, 18+, конечно, кто работает с детьми, но на практике это те люди, я, наверное, сейчас из волонтеров прям не всех вспомню, кто этим занимается. Тяжеловато, все-таки 22 муниципалитета, но мне кажется, там младше даже 30 лет нет, потому что студенты и там, совсем юные ребята за такое дело не берутся осознанно. То есть у нас, как правило, добровольцы-то все это люди ответственные, и там упрекнуть кого-то тяжело, и они сами для себя понимают, что маленько это не их уровень водить, там, встречать детей. Ну, сами для себя понимают. Как правило, это взрослые люди, у которых у самих есть дети,
который, опять же, там, как я и говорил, да, на автомобильном транспорте. Единственный вот у нас волонтер – это парень, которому 17 лет, который водит просто свою соседку, девочку, в школу. Ну, это вот такой вот случай интересный получился, но тоже пока что все хорошо, все нормально. Несколько раз даже он там от коров ее спас в этой деревне. Поэтому, как бы, ну, как правило, 18+. Но вот единственным есть момент исключения. Ну, с детьми как раз соседями здесь вот действительно все понятно. Это очень часто и в городах, и в деревнях. Если, ну, какого-то школьного возраста, то, ну, отведешь там и мою, ну, отведу. Это, собственно, действительно очень распространенная история. Она очень понятная, она очень естественная, когда родители друг с другом знакомы, детей знают и так далее. Вот там еще был вопрос. Сейчас я попробую его открыть. Он убежал. От чего страхуете волонтеров? Это, видимо, про ЧС, да, у вас что-то такое? Ну, это нет, это у нас вот редко на какие проекты деньги на это закладываются, но тем не менее, опять же, вот когда была история с ковидом, когда развозили там продуктовые наборы и так далее, страховали вот от всех этих случаев, там, не дай бог, там, ну, жизнь, здоровье страховали волонтера. Также там были различные проекты из разряда ФКГС, волонтеры Конституции, когда там волонтеры могли работать на каких-то пикетных точках там, и так далее, ну, что-то там рассказывать, показывать. Могли возникнуть различные ситуации, когда кто-то с чем-то не согласен, может подойти к волонтеру и, не дай бог, что-то плохое сделать. Ну, вроде с таким тоже не сталкивались, но тем не менее жизнь и здоровье мы страховали. Вот от таких историй страховали. Так, Эльвира пишет, что это очень ценно для нее и благодарит за ответ. Спасибо, да. Да, спасибо. действительно, это ну, такая тема, она важная, и законодательство все это там позволяет делать именно как волонтеры и прочее, все это действительно так. Друзья, есть ли у вас еще вопросы к Александру? Может, вы хотите что-то узнать, может, у вас есть тоже похожие какие-то проекты, и вы хотите, может, какие-то детали узнать там или еще что-то такое про... соответственно, волонтеров, детей, про волонтеров вот, функции няни. Может, у вас есть такой опыт, я вот уже который раз спрашиваю, вдруг среди вас есть организации, у которой есть такой опыт по работе с детьми без родителей, когда волонтер с функциями няни готов что-то такое выполнить, или посидеть, или сделать уроки, или еще что-то такое. Так, друзья, ну, смотрите, мы с вами остались в такой странной ситуации, когда 3 спикера, несмотря на предварительные подтверждения и напоминания, вернее, да, 3 спикера из 4 сегодня не пришли. Поскольку я веду эту встречу, то уже вызванивать их или еще что-то, у меня нет такой возможности. Смотрите, здесь мне лично очень интересна эта тема, и мы затронули ряд ключевых вопросов. Ну, все это, конечно, упирается в вопрос ответственности, но здесь есть подразделы, да. Вот, Ольга спрашивает, с чего рекомендуется начать, если есть запрос от многодетных семей и так далее. Вот, собственно, еще раз, давайте, вдруг все-таки у вас есть возможность откликнуться, те, у кого хоть какой-то опыт, или вот вообще ни одного человека. Вот, потому что у меня есть и понимание, и поскольку мы какое-то время уже этой темой адресной помощи и так далее занимаемся профессионально, то у меня есть какие-то свои рассуждения на эту тему, и я готов тоже поотвечать на эти вопросы, если они у вас, собственно, есть. Глядишь, все-таки к нам еще успеет подсоединиться кто-то из лояльных спикеров, потому что опыт конкретных практических организаций, безусловно, был бы очень интересен. Я тогда готов вот ответить на вот этот вот первый вопрос, а вы, собственно, тогда, наверное, как-то подключайтесь, потому что, еще раз скажу, кстати, вы можете подключаться и с какими-то вашими опасениями, например, что мы бы хотели, но боимся вот этого, не хотим начать, потому что нет вот этого. Это тоже очень важно услышать, потому что вот эти препятствия, на самом деле, они могут быть очень объективными. И вообще, по большому счету, эта тема волонтерства или вот эта соцслужба, да,
да, это вопрос до конца нерешенный, неопределенный. И в каких-то местах, может быть, будет выбор сделан там за соцслужбы, например, или еще за кем-то, кто будет помогать детям. Вот хотелось бы услышать и о ваших тоже опасениях, страхах того, что не получилось и так далее. Но вот Ольга еще раз спрашивает, с чего рекомендуется начать, если есть запрос от многодетных семей на няню, но базы нянь как таковой нет. Смотрите, для меня, вот мы не обсудили этот вопрос с Александром, видите, он был вынужден идти, но он и правда сделал больше, чем обещал, поэтому только большая благодарность ему. Я бы как раз тоже спросил бы его, вот проверяют ли они эти запросы на обоснованность. Вот я считаю, что когда есть, особенно к некоммерческой организации, запрос от организации, то первый запрос от семьи, то первый ключевой вопрос – это вопрос проверки на обоснованность. Может быть, у вас есть тоже ваш опыт в ваших организациях, тоже можете поделиться, как вы это делаете. И отсюда как бы практическая тема – это вот эти критерии проверки. Дело в том, что сама по себе многодетность, она не является основанием для благотворительной помощи. Должны быть какие-то основания, которые удовлетворяют вашу организацию с вашими ресурсами, с вашим опытом, с вашей готовностью эту ответственность понести. Понимаете, это же такие весы, где взятая ответственность уравновешивается вашим опытом, компетентностью, ресурсностью, возможностью кого-то подключить и так далее. И если вы подозреваете, что обоснованность запроса не такая, как вас удовлетворит, а это, безусловно, в чем-то может быть субъективный разговор. Вы можете внутри своей организации, да, договориться с коллегами так, как договоритесь, и никто не может вам приказать, что ли, запретить или, наоборот, разрешить что-то делать или не делать. Вы, например, решите, что вы готовы помогать семьям, там, уровень достатка которых, ну, я выдумаю сейчас, да, там, одна минимальная зарплата на душу населения внутри семьи, если весь доход разделить. И если ниже, вы помогаете. Если выше, вы не помогаете. Может быть такое. Может быть, это много денег. Тогда, соответственно, вы помогаете одна минимальная зарплата на всю семью. Или, например, наличие родственников в том же городе или населенном пункте. Да? И тогда, соответственно, вы тоже принимаете это решение. Вот, Ольга, я не знаю, вы вот этот вопрос тоже пишете. А для вас что стало бы критерием? Вы бы при каких основаниях взялись бы помогать кому-то или не взялись бы? Вот это на самом деле тоже очень интересно. Вот, что бы для вас было таким определяющим, да? Так вот, я считаю, что начинать нужно с этого, с определения критериев и выбора тех, ну, как бы такой некой портрета, что ли, семьи, которым вы помогаете и которым вы не помогаете. Это первый момент. Второй момент, он ясно очень завязан на вашем профессионализме, на вашей ресурсности. Если вы можете помогать, например, в сопровождении детей в школу, и у вас, вот как Александр нам, ну, на мой взгляд, критерий, не критерий, а проверка, да, или подход к волонтерам, которым предложил, очень даже здравая, и меня она на самом деле во многом удовлетворила. То есть, если бы я этим занимался, может быть, это первое тоже, что бы и я делал. Но первый момент, да, это человек проверенный уже, или в моей организации, или у партнеров, и они могут поручиться. Второе, это регистрация на официальном сайте, значит, у меня могут быть все его данные. Сейчас, вы знаете, добро.ру завязан на госуслугах. И вот 2 года опыта. Вот, собственно, на мой взгляд, это очень неплохая вещь на самом деле. И если у вас такое есть, то, в принципе, значит, человек с вами на одной волне, вы можете с ним договориться, чтобы он водил ребенка там куда-то. Другое дело, ну, про ответственность, вот мы здесь много рассуждаем, поэтому до конца вопрос не снят, конечно, но, тем не менее, есть. И мне представляется, что если у вас есть такие волонтеры, семья обоснована, то тогда вот можно начинать. И третий момент – это вот то, что Александр обещал нам выслать. Я был бы очень благодарен, я ему напишу попозже письмо. Это как раз та самая памятка или там правила, или рекомендации, или приказы, я не знаю, как это назвать, что можно делать, что нельзя. Вот. И это тоже принципиально важный момент, потому что он
дает вам какие-то в руки основания не только доверять этому волонтеру, но и быть более-менее уверенным, что в такой ситуации он, по крайней мере, ему предписано вести себя так, и этот алгоритм, он вас утешает, и он представляется вам достаточно безопасным для вот этих вот детей. Вот. Так что я бы, наверное, начинал именно с этого. Вот, а не с того, что кто-то говорит, что он очень-очень нуждается. На самом деле ресурсы любой благотворительной организации сильно меньше количества запросов, которые могут к ней поступать. И поэтому любая благотворительная организация просто обязана ограничить свои отклики, да, иначе вы просто утонете и ничего не сделаете. Да, Ольга, благодарю вас. Так, друзья, может, у вас есть какие-то другие вопросы, опять же, или какой-то опыт. Вот все-таки трудно поверить, что вас здесь, кроме меня, 11, и у вас 11 нет вообще никакого опыта работы вот с семьями, с детьми, у вас нет каких-то опасений, у вас нет каких-то боязней или еще чего-то такого, или наоборот, чего-то положительного, вы справились с этим, с тем, и вы не готовы поделиться. Или сегодня вы там сейчас все заняты, сидите на работе за компьютерами, делаете ваши важные дела и слушаете меня краем уха. Такое тоже возможно, и это тоже бывает. Так, Эльвира, именно с функцией няни нет опыта, только в присутствии родителей все. Я с вами лично согласен. Вот если бы вопрос стал, может ли наша благотворительная организация «Движение Даниловцы» организовать такой проект, то я тоже все-таки, как минимум поначалу, взялся бы только за работу с детьми в присутствии родителей. Вот. Без родителей не знаю. То есть пока это еще для меня действительно очень большой вопрос, по крайней мере для такого города, как Москва. Слишком много разного рода опасений, вот, и слишком много вопросов, на которые у меня пока... В смысле, они у меня есть в виде рассуждений, вот, и, наверное, тоже можно им поделиться. Так, я от «Дорогу и добра», мы у вас учились. Класс, спасибо огромное, Эльвира. Вот такая реклама. Я Эльвиру не подговаривал. Вот, не сговаривались мы. Спасибо, Эльвира. Вот, очень приятно. Так, ну что, не знаю, я вас еще, не знаю, может как так вот, Евгений, Екатерина, Елизавета, Наталья, Ольга, Снежана. У вас опыта нет, да, и рассуждений на эту тему тоже нет. У меня рассуждения-то есть. Давайте. У меня много чего есть. Я сейчас веду проект как раз по оказанию помощи детям, семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Они очень часто просят именно няню, именно передышку какую-то для себя. Вот. И, в общем, я поэтому пришла на ваш вебинар, может что-то послушать. Как руководитель проекта, у нас, наверное, просто опыт был по передаче просто в соцслужбу, и все. Больше опыта не было. Да, понятно. Спасибо огромное. На самом деле, то, что вы вот сказали про передышку, действительно очень востребованная тема. И раз вы говорите, что действительно опыта нет, вы хотели бы только начать, то, да, понятно. Я, знаете, подумал, что если здесь у нас большая часть людей вообще с этой темой никак не сталкивались, так, вот и Наталья пишет, к сожалению, очень хотелось послушать спикеров. Да вот мне тоже хотелось, но видите, вот да, как-то я зря понадеялся. Видите, вот иногда демократия, шучу, конечно, вот, но тем не менее, за каждой шуткой скрывается доля шутки. Когда демократия, то мы представим ситуации таких определенных рисков, человек может куда-то не прийти. Вот, мне, честно говоря, это непонятно, но тем не менее. Вот, я хочу вам сейчас в помощь кинуть ссылку, те из вас, кто не в курсе. Дело в том, что в прошлом году мы подготовили вместе с Ассоциацией волонтерских центров очень большое такое пособие, именно прямо вот там по шагам, методическое и так далее, вообще про адресную помощь. И
Собственно, в этом пособии как раз раздела, связанного с детьми, его нет, и поэтому он нам так интересен. Но вообще, в принципе, на очень многие вопросы вам эта штука ответит. Она специально сделана в формате такого своего рода чек-листа, где есть конкретный вопрос, а, соответственно, в вопросе есть прямо вот четко по пунктам ответ. Или, по крайней мере, какой-то намек на этот ответ или какая-то рекомендация. И очень много вопросов, еще раз скажу, там разобрано. А также в приложении там есть очень много примеров разного рода документов. Там есть и инструкции, и проекты договоров, и так далее, и так далее. Я вот сейчас вам в чат скину ссылку. Только вы мне, пожалуйста, подтвердите, что там все открывается, все нормально. Это ссылка на наш сайт, на страничку, где мы описали это пособие. И в самом низу есть PDF-ка. Соответственно, вы можете ее скачать себе и, соответственно, использовать в собственных интересах. Вы мне только подтвердите, что это все открывает, что я какую-то правильную ссылку скинул. Вот. И вы, наверное, сможете получить пользу. По крайней мере, те из вас, кто хотел бы начать этим заниматься, вот для начала этого методического пособия точно достаточно. Вы сможете пройтись по разделам и себя проверить. Да, Эльвира, спасибо огромное. Вы подтверждаете, что ссылка открывается. Друзья, смотрите, если у вас вопросов нет, я еще раз вот приношу вам извинения, мне очень неловко, но 3 спикера из 4 не пришли поделиться своим опытом, несмотря на подтверждение и готовность участвовать. Я, собственно, вот если есть вопросы ко мне, например, или к коллегам, то я буду рад. Если вопросов нет, то я вынужден сказать вам огромное спасибо, и, наверное, тогда все. Вот. Нет, У меня есть предложение, Юрий. Давайте. Давайте напишем что-нибудь по работе с детьми. Ну, так, собственно, это и есть один из наших интересов, но во многом, еще раз скажу, вот вы эту методичку посмотрите, многое вам уже оттуда начнет быть ясно. То есть здесь, по большому счету, вопрос действительно вот в этих каких-то правилах для волонтеров, что можно или что нельзя, вот в каких-то критериях отборов, если у вас... Из какого региона был Александр, спрашивает. Из Ханты-Мансийского округа. В анонсе прям прописана и его организация благотворительная, его полные фамилии, имя, отчество и его округ. Так что вы можете посмотреть в анонсе, там это есть. Просто сейчас переключаться не очень удобно. Так вот... Да, будем это делать, но еще раз говорю, посмотрите, многое вы оттуда уже сможете взять. И еще раз, вот главные ключевые вопросы, на которые, на мой взгляд, каждая организация может ответить только сама. То есть, например, вы хотите работать с семьей. Соответственно, на каких условиях волонтер туда будет приходить? Вот, вариантов-то много. Для кого-то вариант может быть вот «Привет, Вася, будешь ходить?» «Буду ходить». Ну и отлично, ну и ходи. Это тоже вариант, собственно. То есть, понимаете, гражданское наше законодательство, оно не запрещает какому-либо человеку прийти в любую семью, если семья дает согласие на это. Согласие может быть устное. А мы не против, что наш сосед Вася возьмет нашу дочку и отведет в школу. Да. Вот. Да, сейчас вот ответственность, я к этому и веду. То есть по нашему законодательству, и это с точки зрения вообще всей логики, я считаю абсолютно верно, что родитель несет полную ответственность за своих детей. Он может на даче отдать ребенка соседу, там, пойди, помоги картошку вскопать, там, или еще что-то такое, но отвечает за родителей, за ребенка, безусловно, родитель. Но есть правовой механизм, когда родитель делегирует эту ответственность в виде доверенности на человека. И тогда уже эта ответственность разделена или в виде договора
но договора только оплачиваемого. Договор с волонтером не носит серьезной юридической силы, потому что волонтер дарит свою услугу. Это договор о благотворительности. Волонтер может не дарить свою услугу, и ничего ему за это не будет. А вот если это нанятый человек, да, нанятый, то тогда этот договор носит все, соответственно, все формальности, и ответственность, она здесь распределена. Но если мы говорим о бесплатной помощи, вот есть вариант доверенности, когда она выписывается с нотариусом и прочее. Но нужно ли это вам, нужно ли это семьям, я не знаю. Вот, собственно, я и хотел это сегодня узнавать. Вот. Это достаточно трудоемкая штука. Но она, по крайней мере, для тех семей, которые как-то беспокоятся, она возможна. С другой стороны, согласится ли волонтер на эту штуку? Ну вот вы волонтер, вы приходите в семью, вы и так хотите сделать доброе дело, вам говорят, сначала иди вот к нотариусу, вот, или там пойдем мы с тобой к нотариусу, и ты еще возьмешь на себя такую формальную ответственность. Может, волонтер испугается, а может, нет, я не знаю. Вот, возможно, такой вариант. Что касается самого организатора волонтеров, то он все равно ни при каких раскладах такую юридическую ответственность волонтеру не делегирует. Да, может быть, договор семьи с организатором, то есть с НКО, и тогда НКО несет ответственность за что-то в рамках договора, но сам волонтер все равно остается как бы в такой правовой нише. И НКО, да, в конце концов, будет отвечать, например, там, за качество этих прогулок, за качество сопровождения в школу и обратно, там, за качество уроков, если оно заключит такое соглашение вместе с семьей. Но тоже будет отвечать в рамках вот этой взаимной обговоренной ответственности. Да? Вот, тоже вопрос. Вот это все мне было бы, конечно, очень интересно у наших коллег узнавать. Да. Да. Спасибо, Наталья. Вот, то есть я вам сейчас предлагаю какие-то общие варианты, они могут быть, могут не быть. Но, собственно, выбирать вам. На мой взгляд, брать ответственность за ребенка без родителей – это, в каком-то смысле крайняя мера для НКО, потому что здесь действительно это такая мера неопределенности юридической, и здесь могут быть очень-очень-очень сложные вопросы, проблемы и так далее. Но если это действительно небольшой населенный пункт, или, например, семья, очевидно, полностью в безвыходной ситуации, но, предположим, одна мама, 3 детей, там, не знаю, 2 маленьких, там еще что-то, то выбора нет. Ну, в общем, это мои такие рассуждения. Я ответил на вопрос. Если еще есть какие-то вопросы, отклики, давайте. Если нет, то тогда, наверное, еще раз я вас всех благодарю.